Я сделал свой трейлер к новому DLC в игре Hearts of Iron 4, имея базовые знания монтажа. Ты пока что подпишись, тут много интересного. Приятного просмотра. Все мы прекрасно знаем, что новое DLC от Paradox Interactive вышло не очень удачным. На самом деле это зависело по большей части от того, как это преподнесли. Можно провести четкую аналогию с другими играми. Достаточно взглянуть на трейлер к Battlefield 2042. Игра хоть и вышла сырой и недоделанной, но какой эффект произвел трейлер? Все начали оформлять предзаказы, массово обсуждать новую часть батлы, соответственно, популярность значительно выросла. Ходить далеко за примерами не надо. DLC No Step Back собрало миллионы просмотров, из этого видео делали эдиты под фонк. Больше людей узнавало, что есть такая игра под названием Hearts of Iron 4. Таким образом нужно преподнести продукт лаконично, сделать хорошую обертку. Во-первых, нужно определиться, в каких программах работать. Я не стал долго выбирать, сравнивать, что лучше или хуже. Большую часть работы осуществлялась в After Effects. Некоторые фотографии нужно было обрабатывать в Photoshop и завершить это дело Premiere Pro, чтобы все удачно склеить, наложить звуки, музыку и так далее. После этого я сразу же начал анализировать само видео от разработчиков, смотрел на композицию и эффекты. Сам-то трейлер выглядит очень просто. Разработчики и дизайнеры вообще никак не запаривались. Можно увидеть простой параллакс-эффект, то есть смещение объектов с привязкой временных точек. В итоге создается ощущение 3D. Дальше там было воздушное сражение, опять же это легко сделать в After Effects, но цепляться нужно за что-то другое. Основной план и композиция моего трейлера была следующая. Я зацепился за что-то более интересное. В новом DLC можно привести к власти сеньора Гилтера, он же Адольф Гитлер, играя за Аргентину. Соответственно, сеньор Гилтер приезжает в Аргентину, захватывает весь континент, жители сопротивляются, призывают весь мир, но Гитлер захватывает его и формирует Четвертый Рейх. На это нужно накинуть там какую-то зловещую музыку, голос и так далее. Выбор музыки был достаточно велик, можно было взять произведение от Paradox Interactive, но в ней что-то не хватало. Большой, конечно, респект, что эти композиции были записаны при помощи оркестра и основные песни звучат у них достойно. А вот на DLC разработчики якобы пишут музыку, делают ее платной, хотя на самом деле они берут саундтреки из платной музыкальной библиотеки Epidemic Sound. Это очень легко проверить, заходим на официальный сайт Epidemic Sound, спускаемся вниз и видим, что Paradox Interactive является постоянным спонсором и заказчиком. Так что я начал прослушивать все подходящие произведения, и больше всего мне понравились саундтреки из Battlefield 5. Просто послушайте, как это звучит. Был необходим голос, чтобы отобразить атмосферу. Тут не было ничего сложного, ищем в интернете генератор голоса нейросеть. С этим справилась нейросеть Eleven Labs, у которого 20 реалистичных голосов. Я накидал какие-то вдохновляющие строчки, и звучало это довольно неплохо. Я, конечно, не дизайнер, чтобы создавать анимацию и рисовать картинки, но аналогом для этого опять стали нейросети. Они мне помогли сгенерировать фотографии, подходящие к будущему трейлеру. Также некоторые картинки искал уже в интернете, поскольку требовалась историческая точность. После этого я зашел в Photoshop и начал отбирать самое лучшее. Далее наступил этап обработки. Я хотел сделать такой же параллакс-эффект и начал выделять объекты на новый слой. В дальнейшем скажу, почему я так сделал. Обработка заняла у меня немного времени, после чего все проекты в Photoshop перекинул в After Effects. И теперь началось самое интересное. Необходимо было записать футажи в самой игре. Получилось неплохо, некоторые кадры переснимал, но уже на этом моменте что-то вырисовывалось. Я создал новый проект и указал киношное разрешение, то есть видны такие черные полосы, которые будут погружать в трейлер. Файлы из Photoshop пригодились мне для анимации, все фотографии перевел в 3D и начал их анимировать. Рассказывать, как это я делал, будет для вас утомительно, поэтому показываю таймлапс.
все остальное было рутиной, сделал анимации в приближении, накидал само фото Гитлера, как он переправляется в Южную Америку, ну и логотип как в оригинале, но добавил эффект линзы. Выглядело это гораздо приятнее, небольшая постобработка, и теперь остаются финальные штрихи. В Premiere Pro нужно было добавить звуки, музыку и голос, изменить цвет, сделать его более киношным, а тут уже было довольно легко. Перед началом показа финальной версии трейлера хотелось сказать, что я очень люблю Paradox Interactive и вовсе не претендую на роль разработчика, дизайнера и тому подобное. Просто мне хочется показать, как, имея относительно средний ПК и интернет, можно сделать довольно неплохой трейлер и улучшить положение самой игры. Приятного просмотра! We were on the other side of the ocean. Germany was completely destroyed. Adolf Hitler moved to South America and conquered this continent. We fought as hard as we could, but it was all for nothing. The Even Reich began its existence. Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Iran, Arabien, Syrien, Palästina. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Где-то через неделю я выложу этот тизер на английском языке. Просто подпишу, что это фанатская версия. На этом ролик подходит к концу. Всем пока!